Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. И это очередная сводка новостей о событиях, которые происходили в прошедшие дни. Пожар Калдора в Калифорнии распространился так быстро, что менее чем за неделю он сжег территорию, примерно равную половине Чикаго, заставив тысячи людей покинуть свои дома. С момента возникновения пожара 14 августа 2021 года в округе Эльдорадо в день сжигалось в среднем более 4 квадратных километров земли. В результате пожара было обуглено более 297 квадратных километров земли, и он локализован на 0%. С 16 августа по 18 августа 2021 года пожар увеличился в 24 раза, но потом его темпы замедлились, когда он увеличился примерно на 20 квадратных километров. Во многих районах округа Эльдорадо действуют либо приказы об эвакуации, либо предупреждения. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, количество эвакуированных людей увеличилось примерно до 23 тысяч с 16 380 в предыдущий день. Сезон лесных пожаров в Калифорнии в этом году был разрушительным. По данным Национального межведомственного пожарного центра, на данный момент 12 активных лесных пожаров в штате охватили более 4047 квадратных километров. Быстрое распространение пожаров побудило лесную службу США временно закрыть 9 национальных лесов в Северной Калифорнии с 23 августа по 6 сентября. Согласно информации Национальной службы погоды США, 21 августа 2021 года в Центральном парке Нью-Йорка, США, выпало около 100 мм дождя. Ночью на город за час обрушилось 49 мм осадков. И это самый дождливый час за 150 с лишним лет наблюдений. Транспортные средства застревали в результате наводнений в некоторых частях города. О ливневом паводке также сообщалось на севере Нью-Джерси и на Лонг-Айленде. В метро на Манхэттене пришлось на время приостановить работу нескольких линий. Дождь затопил железнодорожные пути, станции и улицы. В округе Кренбери, округ Мидлсекс, до 7 часов утра 22 августа 2021 года выпало более 200 мм осадков. Метеорологи предупредили, что тропический шторм Анри принесет дополнительно от 70 до 150 мм осадков, поскольку погодная система движется над Лонг-Айлендом и направляется в Новую Англию. Ожидается, что Анри вызовет масштабное отключение электроэнергии по всему региону. Ураган Грейс категории 3 обрушился на берег к югу от Туспана, на восточном побережье Мексики, в начале субботы, 21 августа 2021 года. В центре заявили, что сильные дожди, количество которых может превышать 30 сантиметров, повлекут за собой риск внезапных наводнений и селей в выходные дни. Позже стало известно, что по меньшей мере 8 человек погибли после урагана. Также он вызвал отключение электроэнергии и наводнения. Смерть и самый серьезный ущерб произошли в штате Веракрус, где шторм вырвал деревья с корнем, когда обрушился на берег рано утром в субботу. В столице штата Хелапе многие улицы превратились в реки грязи. Позднее ураган перерос в тропический шторм, продвигаясь вглубь суши. Ураган принес ветер со скоростью до 200 км в час, когда он достиг побережья материковой части Мексики. По словам представителей правительства штата, из 8 погибших 6 были членами одной семьи. Жители прибрежного города Текалутла в штате Веракрус заявили, что ураган был разрушительным. В западном регионе Ганы в результате сильного наводнения после дождей были разрушены дороги, мосты и дома. Паводок захлестнул части страны с 13 августа 2021 года. Стихийное бедствие нарушило нормальную жизнь более 1500 человек. Согласно информации Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями, больше всего пострадали районы Надаули-Калео, Джирапа и муниципалитет Лавра. Внезапные наводнения смыли большие участки дорог. Работа транспорта нарушена.
Целые сообщества оказались изолированы. Наводнение разрушило по меньшей мере 155 домов, затоплены около 700 ферм. Ведется оценка ущерба. В более влажном центре и на юге Ганы дожди обычно идут в апреле, мае и июне, с небольшим перерывом с июля по август. В сентябре, октябре и первой половине ноября дождей становится меньше. На более пустынном севере страны дожди идут с марта по сентябрь. На восточной части Демократической Республики Конго обрушились сильные ливни. Во время наводнения, затопившего город Букаву в провинции Южная Киву, 1 человек погиб и 2 пропали без вести. Внезапное наводнение затопило улицы Букаву 19 августа 2021 года. Городу нанесены широкомасштабные повреждения. Обрушились дома, размыты дороги. Наводнение охватило районы соседних провинций Северная Киву. После проливного дождя 20 августа 2021 года река Ньякариба вышла из берегов на территории города Рутшуру. Бурные паводки воды, мусор и грязь заполнили улицы. Пострадали дома и сельскохозяйственные угодья. Затронуты 200 домохозяйств. 5 человек получили травмы. В западной части Уганды также произошли наводнения, в результате которых погибли 2 человека. 20 семей лишились крова и были перемещены во временные убежища. В мае и в июле 2021 года регион пострадал от наводнений и оползней. Более 1000 человек, перемещенных в результате недавнего паводка, до сих пор живут в стесненных условиях в лагере для беженцев. Провинция Южная Киву граничит с Руандой, где 19 августа 2021 года прошли проливные дожди. В городе Рухенгери за сутки до 20 августа выпало 99 мм осадков. Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований нашли ранее неизвестную медузу, дрейфующую в Атлантике на глубине около 700 метров. Необычные существа алого цвета могут оказаться видом, неизвестным науке. Найденная медуза похожа на берет с нитевидными отростками. Существо принадлежит к роду Паралия. На данный момент описан лишь один вид Паралия – Паралия rufescens, с телом, похожим на колокол, и 30 щупальцами. Медуза была замечена у побережья Ньюпорта, американский штат Род-Айленд. Дистанционно управляемый аппарат погрузился на глубину более 900 метров. Ученые также засняли несколько неописанных семейств и потенциальных новых видов. Это глубокое погружение было частью экспедиции North Atlantic Stepping Stones, которую команда проводила с 30 июня по 29 июля 2021 года. Во время миссии было совершено 25 погружений на глубинах от 250 до 4000 метров, чтобы исследовать жизнь глубоководных существ. И на этом выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересные новости о климате или видео с места событий, присылайте их на электронный адрес, указанный в описании под видео. Спасибо вам за просмотр и активность в комментариях. Оцените это видео, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Берегите себя. Выпуск озвучил Александр Тымачко специально для канала Climate Change.